Привет, мои дорогие! Первые звоночки счастливых перемен на будущую неделю. Что на дне колоды у нас было? Лиса. Это предпринимательство, какие-то профессиональные перемены, может, касательно обстановки на работе. Ну, будем видеть. И также карты Таро, конечно, как практически всегда одинаково у меня. Таро или Норман, и вы можете выбрать себе колоду. Привет, привет, мои дорогие! Как у вас дела? Итак, первые звоночки счастливых перемен на каждый день недели. На вот этих картах волшебства. Вот с этой колодой и тоже Ленорман. Ленорман, две колоды, здесь лиловые и вишневые сумерки. Первые звоночки счастливых перемен, мои дорогие. Чего ожидать от судьбы? У меня есть колокол, как вы знаете, который сделал на заказ под звук поющей чаши. И вот он, дорогие мои, вот он. Но я боюсь, он может быть громкий. Первые звоночки счастливых перемен. Он потрясающий. Смотрим на понедельник. На понедельник, мои дорогие. Я советую записывать или запоминать. Здесь будут подсказки, которых много не бывает, из самых правдивых источников, то есть подсказки высших сил. По Ленорман и по Таро. Можно, конечно, выбрать себе колоду, если вы привыкли к гаданию онлайн, выбери колоду или что-то такое. Но я советую все видео просматривать. Итак, на понедельник. Я беру вначале по 3 карты. На понедельник на Ленорман. Гора, дерево и ключ. Ну, ключевую какую-то информацию вы точно получите. Источник может быть правдивый, потому что дерево – это источник, которому можно доверять. В понедельник придет к вам правдивая информация. А правдивая информация сейчас на вес золота. Потому что, как вы знаете, много обманной информации, кому-то выгодно нас обманывать, мы это знаем. Гора – это может быть защита, ключевая информация, которая вас защитит. Вообще гора имеет много значений, зависит от того, какие карты рядом. Но здесь у нас карты очень хорошие, ключевая информация. Если, например, кто-то навешал замки, кто-то что-то сделал, что им выгодно, то, конечно, ключ вы получите. Но, как вы знаете, двери к успеху открываются изнутри, то есть нам нужно смело идти своей дорогой. Тоже дерево – это здоровье. Ключевая информация относительно здоровья откроется. То есть, как крепкое здоровье, укрепить здоровье, гора крепкая в данном случае. Если гора выходит рядом со змеей, это могут быть враги, которые делают препятствия. Или рядом с какой-то другой картой, тучи, например, кто-то закрыл от вас информацию, спрятал, перекрыл вам кислород. Но в данном случае и ключ, и дерево хорошие карты, поэтому я скажу, что к вам придет информация по здоровью. Это касательно вас или же вашего кого-то из родных. Но это тоже семья. Информация по здоровью будет правильная и что-то укрепит ваше здоровье. Вот, здесь хороший иммунитет, прекрасное здоровье. Еще для некоторых может проиграться вот эта родня, ну, знакомство с его родней, или же кто-то приедет из родни, или с кем-то разговор будет в понедельник из родни, и он многое откроет. Разговор такой многое откроет. Смотрим на Таро. Что вам нужно знать прямо сейчас? Что скажет Таро на понедельник? Мы имеем здесь короля меча. От вас требуется такая сила. Король меча здесь считает какую-то книгу. И здесь может быть это книга вашей судьбы, это может быть информация по профессии, какая-то по бытовым каким-то параметрам. Книга — это может быть ваш электронный какой-то девайс, где вы ищете что-то купить. На все хватит денег, потому что король, он имеет деньги. Десятка чаш, ну, это самая любимая карта. Идиллия, любовь,
Понедельник прекрасный день, прекрасный семейный день, прекрасный. Четверка пентаклей, стабильность в деньгах. Но смотрите, чтобы это вас не слишком много вот этого, не жалко на то или другое. Потому что четверка пентаклей может быть, что вы на что-то пожалеете денег. Иногда нужно пожалеть. Но иногда, вы знаете, нам навязан этот страх бедности, он иногда нам мешает жить здесь и сейчас и пользоваться своими ресурсами. Расклад замечательный. От вас потребуется какая-то смелость. Это смелость в принятии какого-то решения. Король меча. Все хорошо в доме, десятка чаш. И четверка пентаклей, на все хватит денег. Замечательный день. Понедельник очень хороший день. Смотрим на вторник, мои дорогие. И из этих карт, из этих 6 карт вы можете себе взять какую-то карту за ключевую, да? На вторник смотрю. Например, какая-то карта, которая вот именно с вами говорит, она вам и поможет в этот день. Вторник. Дружелюбный день. Собака и совы. Совы – это какая-то информация, мудрость. Мудрость любимых, которые о вас заботятся. И вот они хотят действительно вам протянуть руку помощи. Своей мудростью помочь, каким-то хорошим советом. А также развилка. Развилка может быть закрытие дорог, а может быть и открытие. Например, развилка рядом с тучами – это закрытие дорог, временное. А развилка рядом со змеей – это вообще перекрытие дорог. Но здесь у нас ни змеи, ни туч нет. Вы видите, собака и мудрость. Мудро поступает Вселенная, и вам дается шанс во вторник. Это может быть встреча кого-то очень практичного для вас, полезного человека, полезный совет, открытие дорог. 22 номер мудрости – это открытие 2 дорог. Например, одна на деньги, другая на любовь. Но во вторник я вижу открытие дорог, потому что рядом с картой дороги, именно дороги написано, видите, вышли 2 очень хорошие карты. Открытие дорог, например, будете себя чувствовать хорошо, энергия будет сильная, такая высокая. Многое сможете в этот день сделать. Куда-то будете идти по одной и второй дороге. Обе дороги очень даже хорошие. Смотрю 2 карты на... Вернее, 3 карты на Таро. Смотрите, у вас здесь 4 жезлов. Если у вас день рождения на этой неделе, я от души поздравляю. Или у ваших родных, и желаю вам счастья. Но это вот именно Вселенная в вас верит, желает вам счастья, стабильная радость. Радость будет преумножаться. Хорошая карта. Но здесь не без перца, не без соли. И еще одна хорошая, опять скажу, еще одна, это 6 чаш. Это карта подарков от Вселенной, любимых, в общем, доверие. Такие 2 семейные карты. 6 чаш – это подарки от любимых. Это их, знаете, вот их доброе отношение. Ведь подарок, самый лучший подарок – это доброе отношение к нам, да? И 4 жезлов – это сила восстановится, энергия восстановится. Если кто-то украл у вас энергию по какой-то причине, нервы вам испортил, вы перенервничали на прошлой неделе, здесь восстановится сила. Но не без перца, как я сказала, потому что еще одна 6. Конечно, 2 шестерки. И если у нас негативная, очень темная энергия есть, и есть точно такая же по силе, но позитивная, конечно, позитивная энергия всю масть перекрывает. И 6 чаш, конечно, перекрывает 6 меча, но это 6 меча. На самом деле 6 меча – это одна из лучших из мечевых карт. Мечи – это проблемы, сложные задачи и так далее. Слезы, какие-то отчаяния, какое-то разочарование. Но 6 меча, именно 6 – это уход. Может быть иллюзорный, может быть временный, но уход от проблем. Я бы сказала, что здесь, смотрите, вам Вселенная дает 2 пути, как еще по развилке 2 пути. Вам открыты 2 пути во вторник. Один путь, вот это удача, это семейная радость, 6 чаш. Это, знаете, когда вы что-то купили, продали, все удачно, в доме все хорошо, сытно, в холодильнике есть еда. Есть теплая постель, есть, ну все есть, теплые, есть туфли, сапоги, ну вот есть что надеть. У нас вот, видите, за окном зелень, всегда зелень. Я в Ванкувере, кто не знает, у нас нужны туфли даже зимой, ну
но теплые, чтобы не промокали, потому что дождь всегда идет. Но я не отвлекаюсь, мои дорогие, именно для вас это говорю, потому что вот шестерка чаш это, когда все хорошо. И тут, конечно, вот казачок, да? Кто-то хочет испортить нервы, кто-то хочет вам иллюзорно что-то внушить. Это информация ложная, шестерка меча. Вот иди по этой дороге, там лучше купишь, там лучше цена. Да нет, там может быть не лучше цена, там хуже качество. Это я как метафору привела, как пример. Там может быть и дешевле, но это такое качество, что вам вообще-то вещь не нужна, да? Или этот человек, вот просто на телефонный разговор потратили целый час, это негатив, негатив, негатив. Мы не забываем, тот, кто смотрит в бездну долго, то есть негатив слушает, тот негатив начинает на него смотреть, бездна смотрит на него, есть такое выражение, да. Так что вот это иллюзии того, что вам кто-то скажет, что это выгодно, делать так и так, не делайте. Невыгодно. Выгодно вот вам оставаться в своей среде, поддерживают вас, знаете, как у себя в домике, спрятался и все хорошо. Вот такой вторник, такие рекомендации, мои дорогие. Смотрим на среду. Я беру по 3 карты сегодня, иногда беру по 1, но это не значит, что информация слабее, иногда по 2, здесь по 3 беру на каждый день. Смотрим, 3 карты Ленорман. Башня на работе, а все хорошо на работе Лилии. Лилия – это, знаете, достойное поведение сослуживцев, справедливость начальника, он наконец заметит, что вы приличный работник. Лилия – это стабильная работа на долгие годы вперед, вот это стабильная работа. Смотрите, ну змея на работе тоже есть, змея. Ну еще змея, ведь она не только может быть враг или еще кто-то, а там разлучница. У кого-то это и так может проиграться. Но змея-то часто в окружении хороших карт, рядом с Лилией, Лилия – это хорошая карта, это мужчина, потому что Лилия – мужская карта. И змея – мужская карта, это надежный мужчина, с которым все в порядке, в семье, в доме. Может быть, вы сейчас с ним себя чувствуете одинокой, потому что он, может быть, повел себя в той или другой ситуации не совсем достойно, нет же идеальных людей, да, он понял, что он был неправ. Потому что вы, может быть, чувствуете себя с ним одиноко, но человек вам предан. Если кто-то дает вам о мужчине какую-то информацию, знайте, что она ложная. Вам человек предан, и все в порядке, он не собирается от вас уходить, например, или не собирается вам портить нервы. Если у него это и получилось, но это не по его вине, может, устал или так далее. Но это, может, начальник устал и лишнее наговорил, критика. Но рядом с хорошими картами змея приобретает хорошее значение. Это как мудрость, это как сила, да, это как, знаете, смелость, находчивость. И вторник призовет вас вот к такой силе, смелости, находчивости. Эти качества вам понадобятся как для личной жизни, так и для работы. Я не вижу здесь ничего плохого. Именно в компании этих 2 других карт змея не имеет отрицательного значения. Но если вы почувствовали отрицательно, можно сказать, что вы чувствуете себя одиноко, что мужчина предал. Ведь башня иногда может выражаться как одиночество от того, что кто-то вас обидел по змее. И тот, которому вы доверяли, это у кого-то проиграется. В среду может эта обида как бы всплыть опять, но это не значит, что все плохо, поскольку Лилия все-таки это карта верности, преданности и счастливой жизни, понимаете? Кстати, змея может быть врач, и башня может быть какая-то или больница, куда вы, может, пойдете навестить родственника или какое-то лекарство выписать, но это будет все хорошо, это вам на пользу, поскольку Лилия – это карта пользы, это все будет хорошо. Смотрим, что скажет Ленорман. Три карты берем, вернее, Таро. Итак, первая карта у нас туз меча. Туз, да, туз – это новая дается вам идея. Ну, мечи могут быть идеи. Мечи могут быть защита от нападений, потому что мечи – это проблемы, да, это как в игральных картах пиковая масть, потому что идеи могут быть в любых картах, но мечи – это решение сложных задач, и вам дается шанс,
то, что вы, может, прокрастинировали, откладывали, какой-то сложный вопрос, вам дается шанс это все решить, потому что у вас сильная энергетика, это сильный день, среда. Это удачливый, сильный день, карта силы. Карта, конечно, старшего аркана, она говорит, что сильный день, двойка чаш, мои дорогие, двойка чаш. Я так радуюсь, когда такое вижу. Сила и двойка чаш. Вы в паре сила. Сила ваша – это ваши родные, это вы сами у себя. Сила внутренняя, как я говорю, что ключи к успеху всегда у вас в кармане, и двери к успеху всегда открываются изнутри. Об этом карта сила. Ну, а, конечно, двойка чаш – это доверие, это, может, свидание с кем-то, это примирение, если вы ссорились. Может быть, ссорились, может, змея здесь ссоры обозначает. Примирение, когда вы найдете общий язык, когда вы договоритесь. Кстати, двойка чаш – это не всегда договориться с любимым, это может договориться с компаньоном, с сотрудником, с другом, с кем-то из семьи, с мамой, с дочерью, с сыном. Ну, конечно, прежде всего это любовная карта. Так что это кто-то хочет вас встретить, кто-то вас любит, сила вас кто-то любит, хочет с вами встретиться, и кто-то хочет вам какую-то интересную мысль высказать, идею какую-то подать. Это хороший день. Может, это буквально в кафе с кем-то пойдете или в ресторан, может быть, чашечку чая или бокал вина дома выпьете с кем-то в мирной, комфортной и такой располагающей к длительному приятному разговору атмосфере. Но двойка чаш – это, конечно, любовь. Любовь, любовь, в среду любовь. Хороший расклад. Смотрим, мои дорогие, на четверг. Что вас ожидает в четверг? Три карты беру. И что мы здесь видим? Мечта исполняется, карта звезда. Карта звезда помечтать, это хорошо провести вечер, расслабиться, не перенапрягаться вечером. Это перспектива, это думать, что впереди, готовиться к этому, какие-то предпринимать шаги, какой-то иметь план и его держаться. Потому что по карте звезда исполняются планы, но их нужно держаться, им нужно быть верным. Вот смотрите, звездный мужчина, человек с хорошей зарплатой, с хорошей карьерой. Ведь дело не в том, что у него деньги есть, а дело в том, что раз человек умеет применить свои таланты, чтобы кому-то что-то дать, что им нужно, это талантливый человек. Мужчина талантливый. Это может встреча в интернете, потому что звезды часто интернет, с каким-то очень харизматичным мужчиной. Что еще третья карта говорит? Вы знаете, здесь крысы. И крысы – это двойная карта, да? 2 или 3, номер 23. Вот смотрите, может в интернете и встретитесь с каким-то приличным, но в то же время могут неприличные тоже пытаться что-то от вас хотеть. Будьте аккуратны. Не покупайте никакие, как это сказать, или не жалейте, что денег нет на эти курсы по изобилию, потому что изобилие у вас в кармане. У меня, кстати, есть и медитации, и ритуалы по изобилию, все безоплатно. Теперь все можно получить безоплатно, потому что работники света делают все безоплатно. Так что не жалуйтесь, если денег нет нам на что-то платное. Вы можете все это бесплатно получить. Не жалуйтесь, что, может быть, с кем-то вы не соглашаетесь в чем-то, потому что крыса – это потери. Не волнуйтесь, что вы не можете ту вещь купить или тот курс, потому что было бы потеря денег, вы не были бы довольны, что купили какой-то семинар по исполнению желаний. Дорогие мои, не забываем, что исполняются желания у всех. Если мы этого хотим, визуализируем, мечтаем каждый день, 100% исполнится. Семинар по исполнению желаний. Не покупайте, не тратьте свои деньги на это. Этот расклад, если купите, там потратите $300 или не знаю сколько, пожалеете об этом, потому что вам скажут то, что вы знаете. Причем эти семинары же, как они проводятся? Вы просто будете номером, человек будет идти лента сообщений. Это как любой стрим делается. Так что не покупайте. Вы и так будете счастливы, вы и так в своей силе. У вас
В среду была карта сила, старший аркан, но медведь в Ленорман это же и есть карта сила. Так что в четверг тоже сильный день. Не жалейте, что не смогли купить. Я никогда не жалею, то, что 3 уже есть. Я никогда не жалею, если я что-то не смогла купить. Так тому и быть. Так, значит, нужно было. Понимаете? Итак, 7 пентаклей. И да, вот здесь вы жалеете, что виноград зеленый, что нельзя все сорвать. И виноград это сладость в жизни, это, конечно, символ того, что дает энергию, глюкозу для мозга. И когда мы видим виноград, нам жалко, что он зеленый. Но виноград никогда не созревает полностью вся лоза. Какая-то веточка сегодня, какая-то веточка завтра. Это потому, что нам нельзя overwhelm, нам нельзя сразу так много сахара. То есть здесь, знаете, здесь такая дозированная любовь, дозированные покупки, дозированные чувства, потому что если шквал чувств, человек может эмоции потерять. Как у японцев, у них если горячее чувство, то, что мы, девочки, думаем, горячее чувство, значит, это хорошо, это плохо. Это значит больные нервы, горячее чувство, а это дозированные чувства. Помаленьку, не спеша. Так, рыцарь чаш. Но рыцари, они приносят новости, да? Пажи ищут, поиск, хлопоты, а рыцари приносят новости. Всегда так было в предсказаниях, как меня Джон научил. Поэтому рыцарь чаш, тот, кто приносит новости любви. И этот человек, который вас любит, он, знаете, это не Брэд Питт из кино. Брэд Питт из кино – это не Брэд Питт. Как личность он может быть очень скучный, неинтересный, еще алкоголик какой-то, не дай бог. Понимаете? А то, что мы видим в кино, это неправда все. Вот. А нам кажется, горячий, красивый. Тише едешь, дальше будешь на четверг. В любви и в деньгах. Тише едешь, работаешь, делаешь то, что можешь. Нам иногда кажется, мы в один день можем столько сделать. Ну и что? И сломаем свою физическую суть. Да? Работаем столько можем, столько делаем, остальное время отдыхаем. Куда спешить в такую жару, как я говорю часто. Николай, мой партнер, часто это говорит. Куда спешить в такую жару? Ну, конечно, неважно, не в сезоне дело, а вы поняли, что сделал, что можешь по 7 пентаклей и получил огромный результат, потому что силы сохранил. Деньги это не главное, за деньги не все купишь, счастье не купишь точно и здоровье точно. Рыцарь чаш говорит, что будет любовь, какой-то рыцарь хочет с вами встретиться, может любимый, который уже есть, или будущий. Паж чаш, вот как я сказала, он вышел, он уже был здесь на столе. Паж чаш, я его просто не видела, это поиск любви, кто-то ищет с вами встречи. Паж – это поиск, рыцарь – это уже встреча, свидание, разговор, примирение. Кто-то ищет с вами помириться, кто-то ищет с вами встретиться, ищет повод вас куда-то пригласить. И не торопите события. Мы иногда влюбляемся в них, в этих мужчин, да? Нельзя, нужно все о нем узнать, потом. Ну, ум должен быть холодный, когда мы с кем-то знакомимся. И 7 пентаклей – это холодный ум. Он вам понадобится в четверг. Что-то я так увлеклась. Давайте дальше идти на пятницу. Что вам высшие силы скажут в пятницу? Что посоветуют, что дадут? О чем предупредят, если нужно? Так. Что скажет Ленорман? Ну, это путешествие. Либо это астральное путешествие, то, что вы смотрите какие-то другие страны на интернете, это тоже путешествие, потому что ваш мозг все равно имеет возможность увидеть там, где вас нет. Это очень хорошо для мозга. Или это торговля, хорошие покупки, это может быть романтическое путешествие, которое вы планируете. Это очень хорошая карта. Звезды. Это уже другие звезды, здесь 2 колоды, как я говорю, да. Но вот вишневые звезды – это что-то очень стабильное. Какая-то крупная покупка или какие-то крупные события. Ну вот это какая-то удача будет. Она придет, заморская удача, издалека, из другого города, из другой страны. Какая-то важная информация придет к вам. Исполнение мечты о том, чтобы путешествовать, например, да.
Но в семье не без вот этого, да, потому что карта тучи. Карта тучи часто говорит, что, вот смотрите, приходит информация, звезды это по интернету может быть, да, опять же вот эти инфо-цыгане всякие, да, вот какая-то там FIFA с Instagram продает что-то вам, какой-то курс по изобилию или исполнению желаний, да. Ну вот скажете, как это дорого, там столько-то рублей, не могу купить, вот счастливы те, кто пили. Неправда, они просто выбросили деньги. Потому что тучи это какой-то обман. Это какой-то обман. Или, например, вам по интернету там AliExpress продает что-то дешевле, чем Amazon. Но это намного хуже качества. Я не знаю, я AliExpress просто для сравнения привела. Я сама никогда в жизни ничего на AliExpress не покупала. Может, вы покупали, расскажите. Но именно по этому раскладу качество будет хуже. Не волнуйтесь, что вы не успели это купить по скидке, потому что вам эта вещь не нужна была. Интернет тоже может быть кто-то по интернету, кто захочет с вами связаться. Ну, проверяйте информацию. Да, здесь купли-продажи, может, что-то такое. Может быть, что-то. Но звезды это тоже, знаете, то, что издалека как бы видно лучше. Рыбы, говорю, рыб не было, но, видимо, в духе вышла карта рыбы. Это деньги, денежки. Рыба не зря в духе вышла. Кстати, кто не знает, иногда карты выходят в духе. И раз я их произнесла, значит, это нужно было произнести. Поберегите свои денежки в пятницу, не тратьте зря. Я вижу здесь, где я живу, я уже рассказывала, по месту жительства люди в пятницу идут в ресторан, покупают огромный торт. Вот у меня знакомые русские покупают огромный торт, и они вроде бы люди образованные, должны знать, что нельзя. И бутылку какую-то, алкоголя, причем такой хард алкоголь, как водку. И это все выпивают за один вечер вдвоем, 2 человека. И съедают этот торт. Вот типа у них такая, они программисты, должна быть работа интересная. Но такой нездоровый образ жизни. А иногда мы с Николаем идем в лес или где-то в приморскую зону по пятницам и видим забитые рестораны. Вот они любят здесь местные fish and chips, то есть рыба такая жареная. И чипс, вот они это обожают по пятницам. Я как-то попробовала, ужас, есть невозможно. Бывают такие рестораны очень хорошие, но это редкость большая. Ну вот когда, например, да, вот что-то из этой оперы, что не бойтесь, не жалейте, что вы в тот ресторан не попали, потому что там ужин стоит $100 на человека, и у вас этих денег нет. Не жалейте. Вам лучше будет от домашней жареной картошечки и так далее. В пятницу это день перемен, но тоже нельзя всей информации доверять, потому что тучи, какая-то ложная информация. Еще 3 карты Таро. Карта Justice, справедливость, старший аркан. Вот, наверное, то, что я сказала, справедливо было сказать, чтобы вас предотвратить что-то, помочь вам. Еще один старший аркан, башня, да, чтобы вы себе не портили здоровье тем ресторанам или тем ненужным вам абсолютно курсом по исполнению желаний. Вы меня извините, желание надо точно знать, чего хочу, и каждый день что-то делать. Для этого показывают карты всегда. И добьетесь. И бесплатно вам дает этот секрет. 7 меча. Ну да, это те, кто хочет вам навязать что-то, хочет что-то вам продать, что вам не нужно. Будьте аккуратны. 7 меча, она говорит о людях, которые что-то замышляют за вашей спиной. Это могут быть знакомые, друзья, на работе, в семье. Ну, это здесь кто-то, кого вы знаете в лицо. Кто-то хочет скрыть от вас какую-то информацию, выдать за чистую монету. Кто-то вам дает заведомо ложную информацию, заведомо вас запутывает. И завистник, кто хочет вам помешать, радуется, когда у вас что-то плохо. Но это враг. 7 меча всегда враг. Это всегда враг. И вообще-то, знаете, если так вот, 7 меча и башня, но это обратка врагам. Понимаете, те, кто кому-то копают яму, в нее сами и попадают. Так что это обратка вашим врагам, мои дорогие. Говорим честно, правдиво, никому яму не копаем, да? И нормально будет у нас все. Ну а те, кто вам завидовали, мешали, здесь вот я вижу воровство интеллектуальной property. Я вижу воровство в стиле, например, где-то какого-то, или какой-то, знаете, профессиональной деятельности. Я вижу здесь воровство. Будьте аккуратны с тем,
чтобы у вас ничего не украли. Justice – это справедливо. По справедливости враг получает обратку. Но в пятницу ваши враги, конечно, они будут на сковородочке поджариваться. Потому что нормальный человек не будет другому портить жизнь, да? И нормальный человек не будет обманом зарабатывать. Это да. Продавать вам то, что сломается завтра. Или говорить, что вот эта вещь носится, она хорошо, качественно, она вот разлезется после первой стирки или полиняет. Вот как я иногда вижу, там лен, все такое натуральное, но после первой стирки это носить нельзя, оно все полиняло. Где-то примерно такое, да? Так что будьте аккуратны. Ну а если что-то не можете себе позволить, не расстраивайтесь, это вам не нужно было. Вообще человеку для счастья ничего много не надо. Я вам сразу скажу. Я вижу столько обеспеченных людей, очень несчастливых. Так что счастье за деньги не купишь. Счастье – это состояние. На субботу медведь. Такой, знаете, бархатный, вельветовый летний медведь. То есть здесь он добрый. Это добрый начальник, добрый любимый, который вас защитит. Гора и медведь – это защита. Это высшие силы, ваш любимый, ваша семья, ваши знания вас защитят. Знание – сила, знания за плечами не носить. Это карта букет. Это ваша сила в том, что вы себе верите, себя любите, себя не предаете. Знаете, что вы красивый цветок, ведь все цветы разные. Мы когда пытаемся повторить чей-то успех, взять чью-то внешность, чью-то фишку и сделать ее своей, не получится. Потому что каждый цветок имеет свои фишки. У вас есть свои фишки. Ну что, в субботу это какая-то покупка, крем, красивое платье вам к лицу, букет цветов соберете, может быть, где-то купите. Это цветущая внешность, омоложение организма. Это приятное времяпровождение, букет. Какие-то подарки судьбы. И с людьми, которым вы можете доверять. Медведь и гора – это люди вам преданные. Это может быть от мужчины защита, надежное мужское плечо, которое женщине так необходимо. И мало какие мужчины современные могут это уже нам дать, да, к сожалению. Смотрим дальше, мои дорогие, на Таро, на субботу. Но я вижу, что Полинорман – это какой-то мощный день, мощное здоровье, потому что медведь – это здоровье. И еще, знаете, гибкость ума, потому что букет, он гибкий, гибкость ума. Что скажет Таро? Карта Мир. Начинается новый этап вашей жизни. Это, знаете, как трансформация вашего пути, это как преображение. Земля сейчас вся преображается. Мы переходим на новый уровень вибраций. Вибрации водолейские, то есть вибрации добра, чтобы ценности на Земле справедливо распространялись. Нет, чтобы у одних было все, у других ничего. Это вибрации добра, денег, любви, это новый уровень, потому что карта Мир говорит, во-первых, сила у вас, восстанавливается сила. Я здесь вижу, что, помните, мы про врагов говорили, да? Вы обретаете свою энергию назад, и это очень важно. Сила была карта здесь у нас тоже, да? А второе, что я вижу, что здесь аура, защита. Это ваш мир. И знаете, как у Райдер-Вейт, у главных карт, там у нас 4 стихии, да? 4 стихии, то есть все люди из разных стихий, из разных планет, но у вас есть защита, вот такой крепкий слой защиты от ангелов. Очень хорошая карта на субботу. Вот как гора Полинорман. Теперь у нас карта Judgment, старший аркан 5, а это как раз эта трансформация, то, о чем я говорила. Judgment – это тоже переход. Вот после Мир, перед картой Мир, Judgment, 20-я карта – это когда вы воспрянете. Это выздоровление, если вы болели, восстановление сил. В субботу нужно силы восстановить, не работайте так много. Восстанавливайтесь. Тройка чаш – это, конечно, праздник, это какая-то годовщина. Опять же, если день рождения, поздравляю у вас или у родных, или у знакомых, приятелей. Пошлите им это видео, им лучше, чем подарок купить, может, им не нужно больше ничего. Им просто нужно ваше внимание, это действительно то, что нужно людям. Это расклад на счастье, это вообще расклад на счастье в субботу.
какой-то праздник, радости, радостные покупки, что-то где-то купите для себя или для любимых, хорошая погода на душе, восстановление сил. Замечательная суббота, замечательная, очень хорошая суббота. Ну что ж, давайте на воскресенье посмотрим, мои дорогие. Самый главный день недели, день солнца. Воскресенье, день солнца, мои дорогие. Солнце – это успех. В гороскопе у каждого человека, где успех, где ваше солнце, в каком знаке, там у вас успех. Например, солнце в Скорпионе, у вас успех будет в решении каких-то сложных задач. Если в рыбах, успех в мистике и так далее. Воскресенье, кольцо, выполненное обещание, подарок от себя или для себя, от кого-то, кто вас любит. Кто-то предложит руку и сердце, кто-то скажет, что хочет с вами дело иметь, потому что кольцо – это выполненное обещание. Вот это очень хорошая карта. Письмо от любимого с кольцом рядом. И карта развилка. Карта развилка тоже у нас была, знаете, в понедельник, да, по-моему. Да, в понедельник была карта развилка, по-моему. Какой-то день была. Или во вторник. Вот была карта развилка, видите, на другой колоде. Было открытие дорог, потому что были рядом хорошие карты. Но здесь что мы видим? Рядом опять хорошая карта с картой развилка, потому что письмо и подарки судьбы, и подарки от любимых. Поэтому развилка – это открытие дорог. Открытие дорог я вижу здесь на покупки. Что-то очень выгодно – купите. Что-то выгодное, что-то очень качественное. Или вам какой-то подарок кто-то сделает. Это очень хорошие карты. Здесь как раз развилка открытия дорог. Также развилка может быть с кольцом, означает с кем-то из родных, любимых, пойдете на прогулку или хорошо проведете время. Кто-то к вам придет или вы кому-то пойдете. В общем, очень хорошее. Вот такие первые звоночки переменно каждый день. Такие, мои дорогие, звоночки. Смотрим на Таро 3 карты. Какая-то победа над трудностями. Десятка меча – это новый виток, 10 – это новый виток, и мечи – это заканчиваются ваши проблемы, заканчиваются ваши трудности. Все самое тяжелое уже позади, говорит карта, не волнуйтесь. А знаете почему? Потому что маг. Маг решает все трудности. Вот именно когда выходит маг после десятки меча, это что? Интервенция высших сил, чтобы помочь вам решить ваши задачи. Вот это оно и есть. И здесь у нас тоже карта победы, когда вы роскошно вам дарят букеты цветов, говорят молодец, аплодируют вам. 6 жезлов. Это вы победитель, видите? Вы победитель, у вас все хорошо. Маг – это то, что все ресурсы восстановлены. Воскресенье – день немножко отдыха. Понежиться обязательно. Внутреннее и внешнее солнце. Внутреннее солнце – это, конечно, ваша архетипичная астрология. И внешнее солнце, оно есть в любом случае. Вы можете побыть на воздухе, на улице. Солнце – это ваш успех. И карта мага – это карта солнца. Это первая карта, да? А по астрологии у нас и нумерологии номер 1 – это номер солнца. Так что здесь солнце на душе. Когда силы восстановятся, понедельник у нас такой был, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, ну а воскресенье – апофеоз, финал счастья. Потому что маг – это и есть. Это вас похвалят, вы с кем-то помиритесь, у вас, знаете, такое состояние на душе, когда все ясно. Потому что солнце вносит ясность. Маг вносит ясность. Ясность в том, что для вас главное. 6 жезлов – это когда, знаете, вот хочется так потянуться, сказать, о, как все хорошо. Вот это сочетание. Ну, а 10 меча-то новый этап начинается. Не берите старые обиды, старую грязную непроверенную информацию в новый день. Не берите, потому что новый день наполнен счастьем, радостью, любовью. Так все просто, мои дорогие. Сейчас я карты определю назад в колоду и с вами 1 минуту побеседую. Не уходите.
потому что сбор расклада тоже важен. Я посмотрела у себя статистику, и в то время, когда я уже собираю карты, лучше не уходить, потому что именно это ключевое время, чтобы расклад начинал сбываться. Я вам желаю счастья, приходите на мои другие видео. Видео не имеет срока годности. Именно в тот момент, когда вы смотрите, это тот ключевой момент, когда вам нужно получить подсказки. Так что все мои видео, они актуальны. Старые видео, как старое выдержанное вино, всем помогло и вам поможет. И по этой причине, как знаете, все старое, оно лучше нового. Особенно эзотерическое, конечно. Я знаю, что у вас будет все замечательно, я знаю, что вы будете мне здоровы и счастливы, что у вас будет все очень хорошо. Я знаю, что у вас восстановятся силы, и вы найдете то, что ищете. Я отправляю карты назад в их домики. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Для вас это выгодно и полезно. Вообще бесплатно, поэтому выгодно. Вот. И еще хочу сказать, что если вы не можете написать комментарий, скорее всего, у вас нет почты Gmail. Ее нужно открыть, она бесплатная, сможете писать комментарии, мои дорогие. Что еще хотела сказать? Да, я ничего не делаю за деньги. У меня никогда не было помощников, кроме как карты, духи рода, ангелы и Всевышний. Так что если кто-то говорит, что хочет сделать вам расклад за деньги, это не я. Я никогда не предлагаю расклады за деньги. Знайте это, да? До новых встреч, мои дорогие. Пусть вас хранит судьба и Всевышний. Пока-пока, пока-пока.